Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Осень 2023 года. Месяца сентябрь, октябрь, ноябрь. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, но мне бы хотелось сделать этот расклад для того, чтобы каждый из вас мог что-то, может быть, запланировать или из тех вопросов, которые у вас уже на момент просмотра видео, может быть, кто-то смотрит именно теперь, когда еще у нас июль идет, вы могли для себя какие-то ориентиры правильные взять. Почему я так говорю? Потому что год 2023 это год адаптации, у меня это часто звучит в разных видео. Он начался у нас с ретроградного Меркурия в Козероге, и надо сказать, там же он у нас и заканчивается. Это, знаете, своего рода, как мы словно в 2022 году стали перед какими-то фактами, которые мы не можем изменить. Сложилась объективная реальность, на которую мы не влияем. И мы могли быть как шокированы, мы могли быть выбиты из колеи, у нас что-то могло не получаться. Мы могли на какой-то момент даже, знаете, ориентиры поменять. И вот нам был дан вот этот 2023 год для того, чтобы мы обрели словно центр своей маленькой вселенной, чтобы мы ну, где-то пересмотрели свои намерения, планы с уже изменившимися какими-то событиями, тенденциями. И словно шагнув немножко в прошлое, то есть всегда ведь вот это ретро, это возвращение назад. Так вот, мы вернулись в прошлое, чтобы забрать с собой что-то самое важное. Или переосмыслить какие-то планы свои для того, чтобы после этого сделать какой-то квантовый скачок вперед. Вот этот период такой достаточно тоже не его спокойным не назовешь, но все же он относительно спокойный, потому что в последующие годы там будут совершенно по-другому развиваться события, что-то, по крайней мере, по планетарным явлениям, это ожидаемо, какая-то новая структура, и не одна, может быть, как новая система ценностей, иерархии может формироваться вообще в целом, и, понятно, это будет оказывать на нас влияние. Так вот, осень, она сама по себе, уже сентябрь месяц, он будет ознаменоваться тем, что завершается ретро-движение. И август у нас как раз еще Венера будет до 4 сентября в ретро-движении. В знаке Льва она у нас Меркурий по 15 сентября тоже в ретро-движении. Солнце у нас будет в Деве по 23 сентября, но Дева это как раз где-то для вас это позитивный аспект, потому что Дева любит надежность, спокойствие, порядок, по крайней мере, это точно. И будет у нас еще и Марс в весах. Где-то это будет нам придавать импульсивности, но по 12 октября. Но, тем не менее, это весы, это гармония, это ваша Венера, опять же, это какая-то стабильность или все равно есть взаимопонимание, адаптация или вопросы надежности. Вот они могут по Марсу как раз на первый план выйти. Есть энергетика, которая нас подталкивает вроде, но все-таки это больше где-то с позиции созидания. Так вот, если мы говорим про сентябрь, завершается как раз ретро-движение. Мы, стало быть, где-то уже можем точно знать, что для нас будет в каком-то приоритете из прошлого. Что мы, какой проект хотим дальше продолжать, развивать, какие отношения, мои дорогие тельцы, для вас наиболее важны. Вот такие выводы тоже мы можем делать. Октябрь у нас будет ознаменован двумя затмениями, но чего-то кардинального как бы не ожидается, ну я имею в виду планетарно. Да, и ноябрь где-то в тех же энергиях. И вот нам до конца года как будто нужно с чем-то очень важным определиться, куда мы идем, какое качество жизни мы хотим достичь. И где-то сохранить все то, что мы уже достигли, или все то, что мы имеем, как и отношения какие-то важные. Как будто мы не должны быть один или одна. Личной жизни надо определенно уделить внимание. Не случайно у нас Венера, да, несколько раз проигрывается, и очень долго она проигрывается как раз во Льве. Это для того, чтобы мы сформировали что-то для себя душевно теплое, понимаете? Здесь будут касаться или могут касаться вопросы, как и вашего переезда, вашего жилища, где я, с кем
кем я, насколько для меня это будет надежно, или как я могу продвинуть какой-то свой проект. Вот здесь завершающая фаза, стадия идет по осени, и у нас зимы остается только там декабрь. Так вот, осень, она достаточно, с одной стороны, тот период, когда мы именно уделяем внимание самим себе, оцениваем ситуацию вокруг и что-то делаем для себя очень доброважное. Давайте мы, как изменится моя жизнь, вот такой вопрос у нас был по видео. И мы так и спросим, как изменится моя жизнь, или каковы энергии, в которых я могу быть, может быть, да, но как карты видят для вас, для вашего знака. Этот осенний период, каковы возможности, к чему они приведут, или какие перспективы перед вами откроют. Ничто не будет как раньше. Все то, что я сейчас говорила, карта подтверждает. Ну и для вас, наверное, мои дорогие тельцы, все-таки у нас произошла смена кармических узлов, и теперь они у нас не на оси Телец и Скорпион, теперь это Овен, Весы. Но какая-то вот ваша, вы будете подводить итоги. И вот какая-то эпоха, часть, может быть, вашей жизни, она, хотим мы того или нет, в течение осени вы себе точно скажете, да, вот это уже я закрываю дверь в прошлое. Вот этому вопросу, вот его больше не будет в моей жизни. Или я выполнил, прошла какой-то жизненный этап, и все, я теперь тоже закрываю дверь в прошлое, я туда уже больше не заглядываю. Это карта трансформации, я надеюсь, все прекрасно это понимают. И нам придется какой-то период пройти словно в темноте. Почему, наверное, и предлагается по этому году построить свой островок безопасности. Там, где наши любимые, и там, где наше место буквально как цитадель покоя, уюта, комфорта, там, где мы можем восстанавливать силы, там, где мы можем быть сами собой, там, где нас понимают. Это очень важно будет. И не, знаете, для вас, видимо, осень, вы будете вставать не единожды перед фактом «я не знаю, куда я иду», или «я не могу что-то просчитать», или вроде бы что-то было обещано, а потом какая-то пауза, я опять ничего не понимаю. То есть вот будет какой-то такой момент, когда сложно предвидеть заранее, и нам все равно придется это пройти, прежде чем мы пробьемся к солнцу. Для чего это? Ну вот мы, знаете, мы должны быть как воин в душе. Посмотрите, пятерка мечей. Нет никакой борьбы, нам на этой карте не показывают. Была какое-то сражение или были какие-то, может быть, выяснения отношений. Ну вот как будто теперь это вообще не имеет никакого значения. В принципе, какой-то глубокий анализ не в плане через эмоции, а таким холодным умом. И будет это для меня важно через 5 лет, через 10, через год. Или это уже, в принципе, заканчивается в моей жизни, а может быть, уже закончилось. Вот все то, что я говорила, карта немножко больше раскрывает. Но мы должны держаться собственных принципов, понимаете? Мы не должны, будет очень важно, не вступать в какие-то конфликты, не пытаться кому-то что-то доказать. Люди нам как будто могут встретиться самые разные, и мы никого не пытаемся изменить. Для нас будет очень важно самосохранение. Это вот вообще в глобальном смысле самосохранение, потому что если обстоятельства какие-то, они нам не подвластны, то вот свое отношение к этому мы вполне можем изменить. И тем самым для себя какую-то как правильную тропу, стезю выбрать или найти какой-то свой фарватер. Вот куда я движусь, для чего я вообще живу. Вот тут такие очень важные по этим двум картам могут проходить вопросы. Это может быть вообще вопросы вашего окружения. Кто вокруг меня? Кто мой друг? Кто мой враг? А кто так? Вот кто равнодушный? Равнодушных надо всячески избегать. От него, допустим, от врага знаешь, по крайней мере, что ожидать, что, ну, хорошего там ничего не будет. А вот от равнодушного никогда непонятно, каким образом это может и сыграть против нас. Поэтому вопросы окружения, наверное, для вас в осенний период будут иметь значение. И какая-то поездка у вас будет, безусловно, может быть, это быстрее
совершится какой-то переезд, если вы его пропланировали, или для кого-то это может проиграться смена планов. Это вообще карта неожиданности, неожиданных перемен. Это старший аркан. Значит, обстановка вокруг вас как-то в течение осени может кардинальным образом поменяться, вызывая как в вас какую-то трансформацию, так и, может быть, в обстоятельствах. В обстановке, опять же, которая вас окружает. Будьте внимательны. Но карта нам и говорит: оставляй в прошлом прошлое. Не оглядывайся назад и встречай все то новое, что приходит на твой порог. И будет, значит, еще и важны какие-то люди. Вот раз пришел человек в мою жизнь, значит, он зачем-то пришел. Помните, наверное, действительно вы сейчас формируете новое окружение. И поэтому от тех контактов, которые вы заложите, как правильно они будут сформированы именно вами, будет зависеть, ну, может быть, и ваш успех. Тут ведь может быть какой-то ваш план, такой план, которому вы придаете высокое значение, духовное. На этом еще у нас не заканчиваются. Даже нам, пусть сказали про неожиданности в целом, и про переезд эта карта говорит, но есть еще один момент, когда по восьмерке жезлов словно новость какая-то к нам врывается. Выход из ретро-движения многих планет будет формировать такую обстановку, что вокруг нас будут приниматься какие-то важные решения, выноситься какие-то заявления, может быть, изменение законов, каких-то положений, и на вас это влияет, на ваши планы. Что-то вы тут сможете решить наверняка, потому что если мы быстро откликнемся, а мы не можем чего-то отложить на потом по двум, по сути дела, картам, значит, будет такова обстановка, когда ку железо пока горячо, мои дорогие тельцы. И если возникает, допустим, это ведь может быть телефонный звонок, когда нужно куда-то отправиться. Вот такая ситуация в течение осени, может быть, это будет неоднократно. Значит, быстро нужно быть готовым к этому, морально, психологически. Быстро собрался и, правда, поехал. У каждого своя какая-то ситуация. К чему это все? Ну, вот такие события. К чему? Но финансовая стабильность, вы ее определенно достигаете. А с другой стороны, это может быть и человек, который вам будет помогать, или вы, мои дорогие тельцы, коренным образом как-то измените свою финансовую состоятельность именно, да, свою ресурсность. Как-то у вас словно новая фаза жизни может начаться, или какой-то ваш проект пойдет в гору, может быть, или начнет уже приносить какой-то доход, и вы останетесь довольными. Или это может быть еще, правда, поддержка человека. Все-таки это у нас карта мецената, который, как и вас, готов поддерживать, особенно если вы занимаетесь каким-то творчеством. Пишите книгу, пишите картину, ну или еще что-то вот делаете. Может быть, ремесло это даже ваше. И, правда, как и вы будете кому-то интересны, так и ваша работа буквально. А что еще, к чему это все идет? К тому, чтобы вы простились вот с такими тройками мечей, чтобы даже думать забыли о каких-то минусах или, может быть, предательстве, или о том, что нас кто-то когда-то подвел. Вот это не будет иметь значения. Вы знаете, вы сами можете где-то по прошествию осени оглянуться назад или, может быть, в конце года и прочувствовать по себе, насколько же я глух или глуха стала вот к тому, что меня прежде просто где-то, ну, как болевая точка была. Вы уходите вот от этого разбитого сердца, от какого-то сложного периода, когда, ну, поражение за поражением, может быть, было и так. Что еще? Что у нас тут идет по карте колесница, правда, по колеснице, вот смотрите, мы сказали, это неожиданности, а у нас тут туз жезлов выпадает. Карта шанса, возможностей, правда, откликаться надо буквально на все. И где-то не тормозить, я завтра подумаю. Нет, тут надо вот прямо сразу. По крайней мере, имейте для себя всегда маневр. Но вы люди очень контактные, вы очень дружелюбные, вы как раз умеете правильно выстраивать стратегию именно общения с людьми. И поэтому, может быть, поначалу будет достаточно совершить даже телефонный звонок и сказать «я в деле», типа, да, а потом уже вы разберетесь по ходу, что это будет. Ваша задача, мои дорогие тельцы, поскольку вы отстраиваете какое-то свое новое качество жизни,
Причем еще пока непонятно, как сложатся обстоятельства. Но научиться, наверное, плыть по тому фарватеру и взаимодействовать с людьми, теми, которые у вас будут на пути. И вы, кстати, вы новые какие-то дружеские знакомства заведете, и в последующем это может перерасти в какую-то настоящую дружбу. Тут словно формируется что-то, словно заново. Вот есть такой момент. Так и по работе, по личным амбициям или по честолюбивым планам, тут тоже как будто у вас что-то получается здорово. Ну, давайте раскроем эту карту. Восьмерка жезлов. К чему это? К вдохновению, продолжению какого-то своего проекта или то, что вы для себя лично, знаете, это тот наш план, который греет душу, и вот он, скорее всего, как раз и осуществится, или не говорит карта, что мы получим уже по нему какой-то конечный результат, но главное, что нас вдохновит что-то, а вдохновение это у нас, знаете, как и легкость на подъем, когда нам хочется чем-то заниматься, мы вот так упоенно что-то делаем, но не совсем только про эмоции. Принцесса кубков, хотя достаточно холодная карта сама по себе, обратите внимание. И из кубка выглядывает рыбья голова, а это один из символов благополучия и денег, мои дорогие, поэтому с деньгами как раз где-то будет нормально. Может быть, кому-то вы, кстати, по тройке мечей, или если у вас был какой-то затяжной конфликт, тут вы настолько красиво из него выходите. А я вам скажу почему. Потому что вам будет все равно. И, может быть, кого-то это еще цепляет даже дважды от того, что вам все равно. Но вам-то ведь все равно. И какую-то очень правильную для себя будете иметь стратегию, как в отношении людей, вот таких, знаете, ненадежно сложных, может быть, и вообще вот те, которые именно где-то с предательством связаны. Все, это вот буквально в прошлое уходит окончательно, какое-то разочарование. Так и события-то сами по себе, словно вихрь вас закружит, потому что быстрая смена событий у вас в течение осени будет достаточно активная динамика. Ладно, идем дальше. То есть, как изменится моя жизнь? Конечно, изменится. Она тут, похоже, не один раз изменится. Вот такие судьбоносные события действительно могут прийти на ваш порог. Словно пространство будет вас менять, перенаправлять на что-то. Нужными людьми будет сводить или нужные врата открывать перед вами. Поэтому будьте внимательны. Нам не всегда приходят, кстати, возможности тем путем, как мы представляли. Чаще совершенно каким-то альтернативным методом мы не должны что-то прошляпить. Вот это да. Ведь никогда не будет как прежде. Если себе это напоминать, то тогда мы более внимательны. Итак, сентябрь. Что для вас? Давайте рассмотрим октябрь и ноябрь. И по основным сферам жизни. Сильная позиция. Вот как ни крути, у вас уже с сентября, видимо, вы что-то правильно сделаете, как в июле, может быть, уже приложили к чему-то усилия или какой-то правильный фарватер избрали. В августе, несмотря на всяческие вот эти турбулентности и на всяческую, может быть, вот эту смену планетарную, Телец уже с чем-то словно определился, по крайней мере, с основным с чем-то. И вы уже контролируете ситуацию, поэтому, можно сказать, успех обеспечен. Или для кого-то состоится поездка-переезд. Давайте будем узнавать. Дела, работа, бизнес. Финансы. Сентябрь. И личная жизнь. Октябрь. Дела, работа, бизнес. Финансы. И что нам в личной жизни. И в ноябре что нас ждет? Дела, работа, бизнес. Финансы и что в личной жизни. Давайте откроем сентябрь. Его Величество выбор, который вы должны сделать, знаете, не под воздействием чьих-то советов, не под воздействием эмоций. Обратите внимание, девушка себе и глаза завязала, и как будто на уровне ушей даже эта повязка. То есть
Не вижу, не слышу, не мешайте мне самой собой определиться. Я лучше всех знаю, что мне нужно, и еще лучше знаю, чего мне не нужно. И вот как будто, знаете, есть два пути, два варианта, и вам нужно выбрать что-то одно. Может эта карта сразу говорить, что как будто один вариант уже для вас может быть абсолютно точно понятным, что туда идти вроде как не нужно. Но еще в сентябре, если мы говорим про ретро-планеты, нас словно может тянуть вот немножко назад, в прошлое, к тому, чему мы уже привыкли, к тому, что нас, ну, где-то, ну, дает нам, может быть, какую-то возможность релакса даже, почему нет, или какого-то душевного покоя, где нам привычно именно. А это как раз может быть как проигрывающая сила, для кого-то так проиграется. И почему никого слушать не надо? Потому что у людей разные мнения и разные, знаете, как суждения, что такое вообще построить планы на будущее. Кто-то об этом не задумывается, живет одним днем, вы этого себе позволить не можете. Поэтому вот эта развилка жизненная, ее нужно для себя, по крайней мере, точно определить, чем я могу воспользоваться, в какую сторону я буду двигаться, что для меня сейчас в приоритете. Здесь не должно быть просчета. И, скорее всего, это будет что-то новое, то, что вы выберете. Дела, работа, бизнес. Вот в сентябре, да, вот так может быть. Но есть хорошие новости, безусловно. У кого-то это может быть дела, связанные с вашими детьми. Вполне вероятно, может, у кого-то и с внуками, но тут не имеет значения. То есть это подрастающее поколение, и значит, что-то у них там будет хорошо, а вы в этом будете участвовать. Но даже если мы просто смотрим на дела, работу, бизнес, мои дорогие тельцы, есть все равно какая-то радостная составляющая, значит, что-то вы тут решаете и остаетесь довольными. И это здорово. Больше вдохновения по этой карте. А может быть, для кого-то предложение руки и сердца. Правда, иногда и такое проходит. Рыцарь как будто, да, нам что-то хочет сказать. Он мчится, торопится. Ну, про серьезное продолжение по этой карте нам не говорят, но про какие-то приятные эмоции точно. Финансы. Это у нас колесо фортуны, и здесь 50 на 50. Вот в этой колоде мы, с одной стороны, приходят какие-то возможности, и мы не должны их прошляпить, упустить. В чем-то нам придется участвовать, в каком-то проекте, воспользоваться мы шансом каким-то должны. Но, мои дорогие тельцы, надеемся сами на себя, потому что если мы понадеемся, что, знаете, как на Его Величество случай счастливый, или что нам кто-то поможет, или что-то нас тут выручат, да, это финансы. Так вот, нас никто не выручит. Мы сами должны просчитать свои финансы от начала до конца. Видимо, правильное какой-то, знаете, как приход-расход вам придется этим заниматься в сентябре. Или это может быть, знаете, та ситуация, когда к нам приходят деньги, нам повезло как будто, да, может быть, и те деньги, которые задерживались, увы, и такое может быть, но нам все равно ими надо распорядиться правильно, потому что в последующем тоже что-то может быть меняться, ведь это колесо фортуны, это сами по себе-то тоже где-то перемены. И если, кстати, если мы участвовали в каком-то проекте, у нас еще здесь в сентябре будут как бы действия ретроградных планет, и мы не должны потратиться деньгами в какую-то минусовую ситуацию, из которой потом или нам придется героически выкарабкиваться, правда, такое тоже бывает. Не случайно тут у нас мудрец показан с бородой, с сединами, который просто проползает под этим счастьем и не участвует. Вот где-то, может быть, и нам придется выйти из какого-то проекта и сказать, нет, все, хватит. Я в этом дальше продолжения не будет. Вполне вероятно. Или себе какое-то табу поставить тоже в чем-то. Вполне вероятно. Мы должны исключить по этой карте всяческую возможность риска. Но деньги, скорее всего, будут. И в личной жизни победа, правда? Тут, вы знаете, вот если две эти карты, нам может так повести, вот как Его Величество случай. Именно какое-то правильное решение, если мы примем, мы, скорее всего, сразу увидим как бонусы или увидим воплощение вот этой правильной нашей мысли или правильного выбора, потому что победа выпадает. Но нам тоже, вот как
По аркану колесо фортуны мы все контролируем, а по карте победителя мы контролируем трижды. Мы должны сохранять будем в последующий период как свой собственный статус, как финансовый доход, как свое доброе имя. И только развивать. А развивать нам непонятно как придется, потому что колесо фортуны. И еще впереди что-то будет меняться. Поэтому тут не просто какой-то расчет, просчет, а и руку на пульсе, и все подмечать. Видимо, будут какие-то методы к вам, возможности приходить, правда. И не случайно по тем, как, кстати, картам, у нас ведь и выпадало возможности, перемены, трансформация сама по себе. Нам надо научиться, понимаете, словно правила игры меняются, мои дорогие тельцы. И для вас эту партию нужно сыграть в каких-то новых энергиях, научиться как-то по-новому, ведь возврата назад уже не будет. Октябрь. Праздник после победы, правда. Вот вам победа, вот вам праздник. Это, знаете, 4 столба как. Это уверенность, это якорь. Это возможность что-то отпраздновать. У кого-то может быть. И действительно какое-то будет мероприятие торжественное, и вы будете собираться всей семьей, друзья, знакомые, чтобы что-то отметить. Вполне вероятно тоже, но это уже у нас все под контролем. И даже если тысячи неопределенностей вокруг, мои дорогие тельцы, вы точно знаете ваше направление, что нужно делать, что не нужно делать. Вот в этом фарватере в своем будет очень важно оставаться и в то же время себе постоянно добавлять, может быть, как новых друзей, новых людей, но с ними правильно, аккуратно взаимодействовать. И нам выпадает 4 пентаклей, дела, работа, бизнес, вот все то, что я сейчас долго говорила. Все сохраняй. Чего ты добиваешься по карте победителя? Что ты, может быть, сделал по своим далеко идущим планам, или какой-то проект удается. Значит, вот сохраняй, не бросай. Это карта жадины. Будьте жадинами, мои дорогие. Финансы. Может быть, и какое-то взаимодействие или вопросы с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. По этой карте могут проходить и люди, кстати, которые вам всего не расскажут, которые всегда 2 пишем где-то могут быть и 3 в уме держим. Может быть и такое. Просто энергетика карты такова, что человек очень хороший бизнесмен, например, или очень хорошо умеет просчитать риски. Он в первую очередь тоже где-то руководствуется тем, что для него в приоритете. Он никогда нас не поставит где-то рядом со своим приоритетом. И нам это на финансы выпадает. Значит, нужно быть очень внимательным. Мы не должны с чем-то просчитаться. Хотя вероятно, что какое-то сотрудничество и может получиться, но значит, оно должно быть где-то на равных. Я не знаю, у вас на финансы, может быть, какие-то необходимые траты или какая-то у каждого личная история, может быть, это история, связанная с вашим личным партнером или с партнером по бизнесу. Тогда, что бы вы тут ни думали, мои дорогие тельцы, у вас выпадает 2 четверки, сохраняя стабильность. Она как будто есть, и мы ее сохраняем, точка. Ни вправо, ни влево, никакого маневра, я могу наверняка сказать, быть не должно на октябрь. Что в личной жизни? Удивительно, вот правда. Не давайте, мои дорогие тельцы, даже возможности думать никому, что вас можно продавить под какую-то ситуацию. Вы люди очень добрые, вас можно на какую-то такую жалость пробить, или на сочувствие, на сострадание, на помощь там и так далее. До бесконечности, правда. Телец всегда приходит на помощь, вы прекрасные друзья. Но вы не будете прекрасными друзьями, вы не должны ими быть в октябре месяце как минимум. Вы должны все сохранять. Вы посмотрите, 3 четверки. Вы понимаете? То есть здесь ваше какое-то самосохранение, оно, даже не обсуждается. Значит, впереди перемены. Это правда. Часто эти карты как раз об этом и говорят. И как ваш статус, или ваш материальный достаток, или ваш в плане статус даже не по личной жизни, а тот, который по работе, может быть, по бизнесу, там, по каким-то вашим планам. Ваши планы, они тоже должны вам принадлежать, потому что
по части планов вот как раз собирает королева жезлов. По крайней мере, есть в энергетике этой карты. Ведь королева у нас присела для того, чтобы, если мы сказали, она обладает магнетизмом, к ней приходят люди, с ней хочется общаться, ей хочется рассказать как будто о себе побольше, и она располагает к общению. Так вот, это своеобразный сбор информации о вас, о ваших идеях, а в последующем, как это применить на пользу себе самой. Ну, поэтому нужно ли даже распространяться о том, что я хочу делать? Скорее всего, нет. Для вас, значит, это имеет значение. 3 четверки не случайно. И если мы говорим ноябрь, это ваша карта выпадает королева Пентаклей. Здесь может быть как вопросы обустройства дома, вопросы, конечно, связанные с вашим имиджем. Ну, где-то самому себе, неважно, кто меня смотрит. Энергетика просто этой карты, это даже если меня мужчины смотрят, у короля Пентакли немножко другая энергетика. Вот королева Пентакли, суть в чем? Она создала себя сама. И вот этот райский сад буквально, она тоже как будто создала своими руками. И для нее важны вопросы имиджа, здоровья. Почему? Потому что это наша бодрость, это наша где-то активность, это тоже вот у вас будет иметь значение. Безусловно, деньги и теплый уютный дом, и чтобы в ее доме было все хорошо, чтобы все были довольны и счастливы, мои дорогие тельцы. Это ваша карта, это на самом деле так. Чтобы из какого-то хаоса, неразберихи, все-таки был порядок. Но я так думаю, что в ноябре у вас какая-то турбулентность будет укладываться, или, по крайней мере, вы уже будете точно знать, как и направление, так и что-то более определенно будет в вашей жизни. Дела, работа, бизнес. Правда, вот тут могут пройти изменения какие-то в вашей личной жизни в плане, может быть, статуса, или это может быть ваш близкий человек, с кем вы проживаете, или ваш супруг. Вопросы с близкими вообще могут стать на повестку дня. Ну, тогда нам говорит эта карта интуиции и мудрости. Будьте интуитивны и мудры. Видимо, как-то у каждого по-своему будет понятно складываться, но уж точно не бросаться, знаете, с места в карьер решать какие-то вопросы. Сначала подумать, как-то проанализировать факты. Может быть, вы встретитесь, столкнетесь с такой женщиной, которая рождена под знаком стихии воды, с человеком, может быть, таким даже, не обязательно женщина, все же мы по полу карту не рассматриваем. Это у нас рыбы, раки, скорпионы, будут какие-то контакты или как знакомство, но тут у каждого по-своему. Будьте, одним словом, аккуратны. У вас сильная позиция, и ваша задача продолжать ее сохранять. Финансы. Вот чтобы не было вот таких 8 мечей, ведь это карта того, чего нет. Это карта внутренних страхов. Значит, какая-то ситуация может сложиться. Может быть, кстати, действительно будет такой человек, который имеет либо асцендент, либо рожден под знаком стихии воды, с которым будет какое-то взаимодействие. И будет либо волнение, либо что-то вам будет сложно просчитать, либо могут быть траты, о которых вы можете даже пожалеть. Или, может быть, есть какой-то вопрос, который вам придется решать, и вы будете сомневаться, а сомневаться тогда не надо. Почему? Я сказала, что мы, если строим ограничения какие-то, то только в своей голове. Тут нет той реальности, которую мы себе, к примеру, можем нарисовать в глубокой философии на мелком месте. Что в личной жизни взаимодействие. 2 пентакля. Кто-то может, правда, отправиться, может быть, в какую-то поездку, или вам могут что-то предложить, например, по части вашей личной жизни, или, может быть, это сведения какие-то о родственниках, и вам придется, как и поехать куда-то, это новость может быть, или какое-то еще предложение, и вы будете что-то переигрывать, вот такое вполне может быть, и тогда будете обдумывать, будет сложно, может быть, просчитать что-то, и, повторяюсь, наверное, ну, сомнения какие-то нам тут точно не помогут, значит, ну, какую-то калькуляцию лучше составить, хотя нам карта по 2 пентаклей о чем говорит, хоть и на личную жизнь, это, знаете, как спонтанность какая-то, легкость на подъем, хорошее настроение. И карта говорит, впереди перемены. Пробуй все то, что
тебе предлагают или приходит на твой порог, может быть, как предложение, или, может быть, это будет связано с человеком конкретным. Дальше ты разберешься, нужно это тебе или нет. Но тут мы можем, как, знаете, новое дело начать. Или какую-то тему попробовать, поучаствовать в чем-то. И случайно в себе открыть новые таланты, буквально так. По этой карте тоже. Но больше легкости нам карта советует добавить себе в ноябре. Наверное, не заморачиваться, правда, каким-то анализом глубоким философским, иначе мы рискуем, ну, где-то там застрять на глубине, понимаете? Ведь наши мысли, вот именно те, которые со знаком минус, они словно билет в один конец. Это как колодец. Туда прыгнул, обратно выбраться практически невозможно. Помните, наверное, об этом. И какие бы люди у нас тут не встречались на пути в течение осени, нам со всеми придется провзаимодействовать. Помните, наверное, что хоть вот у нас тут сначала выпадала королева жезлов, да, одна энергетика я описала, ведь могут быть такие люди, и с ними могут быть финансовые вопросы. А здесь нам выпадает королева кубков, другая энергетика. Но для чего-то, значит, вам пришел этот человек в вашу жизнь, точнее, и каким-то образом с ним тоже надо научиться, ну, может быть, сосуществовать, или работать, или взаимодействовать, одним словом, мои дорогие тельцы. Надеюсь, наш расклад был вам полезен. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.